Всем привет! Дедушка решил тряхнуть стариной, вспомнить былое и поиграть немножко в Morrowind. Перед началом, конечно же, несколько слов. Дело в том, что изначально я не планировал записывать ничего и просто хотел поиграть для себя в связи с тем, что обновил комп. Фактически это новый уже комп у меня, характеристики его будут в описании. И вот решил я поиграть и поймал себя на том, что не просто играю, а еще и зачем-то, непонятно для кого, пытаюсь все это комментировать. То есть веду сам с собой такой монолог. Но, видимо, это какая-то уже деформация у меня наступает, и просто так играть я в Morrowind не могу. В связи с этим я решил таки записать серию роликов. Что хотелось бы сказать. Игра у меня OpenMV на основе версии 1С 0.48 OpenMV. Конечно же, установлены моды. Давайте по-быстрому я покажу настройки. Для начала. Вот так вот это все выглядит. Так, ну язык понятно. В основном настройки видео, конечно же, интересны. Максимальное разрешение стоит. Всякие отражения настроены. Также FPS здесь у меня зафиксирован на 60. Если, ну это для записи, если фиксацию эту отключить, то он плавает от 140 примерно в легких каких-то локациях до 45 на открытой местности, когда большая дальность прорисовки. Дальность у меня установлена, по-моему, на 20 ячеек. Я считаю, вполне достаточно. По поводу модов, я их буду показывать по ходу. В основном моды графические. На геймплей мало что влияет. Ну и, наверное, папку с модами, которые используются именно в этом вот видео, я выложу отдельно куда-нибудь на файлообменник и ссылку оставлю в комментариях. Не в комментариях, в описании к ролику. Чтобы не было вопросов типа, что за мод, где ты его взял. Потому что модов много у меня хранится, не все я их использую из тех, что у меня есть. И вот те, которые использую, они надерганы из разных источников в разное время. Ссылок у меня на большую их часть уже просто нет. Ну и мне их лень искать, поэтому я просто вот папку с модами закину и все. Также я дополнительно для себя сделал себе небольшое жилище. Не такое, как в предыдущем прохождении. Попроще, но это я тоже все покажу в процессе. Ну и давайте начинать. Стой, куда ты? Ролики у меня отключены. Как тебя зовут? Я думаю, что мы не будем просматривать эти сюжетные видео. Русский язык включен в OpenMV по умолчанию. У тебя даже вчерашний штат. Сразу можно видеть, что установлены улучшенные тела, улучшенные лица. Точно. Тела будут с анатомическими подробностями. Я думаю, что в современных играх это не зазорно. Я тоже решил так сделать. Тихо. Стражника. Также мы сразу видим, что у стражника виден меч. И это тоже мод, естественно. То есть мы будем наблюдать оружие и щиты непосредственно на тушках персонажей. Улучшенная одежда, улучшенные текстурки, естественно, установлены без фанатизма. Также можно видеть улучшенные модели предметов, скругленные углы, прозрачные бутылки, текстурки, естественно, замененные. Направляемся на выход. Давай вылезай на палубу и постарайся вести себя прилично. Ну и вот так вот у нас выглядит сама игра. Позволил себе установить траву. К сожалению, под OpenMV трава не имеет анимации. И на самом деле представляет из себя не текстуры, как под MGE, а прямо объекты. С этим связаны моменты такие, что она иногда блокирует доступ к ресурсам, к каким-то объектам на Земле. Но
Посмотрим, как оно будет. В процессе, в принципе, ее можно безболезненно отключить. Текстуры земли достаточно высокого разрешения, и без травы, в принципе, тоже смотрится неплохо. Но вы, конечно, напишите свое мнение в комментариях, как вам в целом картинка, звук и насчет травы. Тоже хотелось бы знать мнение. Сейчас мы будем создавать персонажа, и параллельно я расскажу о своем видении данного прохождения. Играть мы будем за мага, но с оговорками. Маг у нас будет бретон. Давайте выберем какое-то лицо. Не слишком страшное. Вот такой, я думаю, будет у нас персонаж. А в этом прохождении я решил реализовать некий челлендж. Ну, для себя прежде всего. Надеюсь, что вам тоже будет интересно за этим наблюдать. Челлендж как бы из двух частей. Первый момент в том, что я не буду прокачивать и использовать навык разрушения. Несмотря на то, что у нас маг. И вторая часть челленджа в том, что я буду стараться использовать компаньонов. При том, что кроме Дракондрус Voice, который олдфагом уже на моем канале знаком, никаких других модов на компаньонов я не использую. А Дракондрус Voice предлагает нам два вида компаньонов. Это рабы первого уровня и наемники в гильдиях, по-моему, то ли третьего, то ли какого-то такого небольшого уровня. Давайте выберем главные второстепенные навыки. Так. Доберем. Традиционно я второстепенный ставлю торговлю красноречия. В этот раз мы также поставим алхимию. Ну и поскольку разрушение я исключил из списка доступных навыков, здесь нужно будет, наверное, взять бездоспешный бой. Не знаю, будет ли наш персонаж получать по лицу, но такая возможность не исключена. Вот, и вот этих компаньонов я решил прокачивать. Они по умолчанию не прокачиваются. Я решил их прокачивать за счет зачарованных предметов и артефактов. Знак мы выберем от Ранах для того, чтобы иметь побольше магии и чтобы не было соблазна обузить призванных монстров. Таких как вот вначале нам выдаст дух предков, потом в последующем мы, конечно же, будем использовать и других призванных существ. И вот чтобы как-то этот процесс немножко урезать, я выберу от Ранаха. Также, что касаемо вот этих наемников. Сейчас, секундочку. Дух предков есть, у нас хождение, лечение, ну и по мелочи. В оригинальной игре я тестировал возможность навешивать на компаньонов. Забыл. Навешивать на компаньонов предметы с постоянным эффектом. И постоянный эффект с них слетал при смене локации. А вот OpenMV постоянный эффект работает на компаньонах. Также мы видим, здесь включена функция подсветки чужих вещей, то есть мы видим, где воровство, а где не воровство. Воровством я пренебрегать не буду в разумных пределах. И вообще как-то себя сильно ограничивать я не планирую. То есть мы будем какие-то возможности, иногда не очень честно, использовать. Так, для первоначального капитала нам потребуется кое-что подтибрить. Также мы взломаем вот этот начальный сундучок. Уровень замков и ловушки, по-моему, отображаются. И также в самом начале, я думаю, что мы сгоняем за кольцом учителя. Никогда я его не брал, а в этот раз я думаю, что это имеет смысл.
Персонаж у нас слабенький. Изначально наносить урон мы ничем не сможем. Еще один момент, связанный с ограничениями. Так, вот здесь у нас дракон Дросвойс нас оповещает. Вот, часть челленджа в том, что я не буду использовать собственноручно зачарованные предметы на урон. Только лишь те, которые мы сможем найти в игре, свитки, либо какие-то предметы. Кольцо отдаем. И сразу же бежим гулять. Графический гербализм также я здесь использую. Ничего у нас нет в плане боевых каких-то возможностей, кроме духа предков. Я думаю, что и он нам не понадобится. Сейчас мы первым делом подберем вещи Тариэля, также облутаем Процессуса и, может быть, зарулим в гробницу за кольцом учителя. Ну вот трава, видите, без ветра, без анимации как-то смотрится не очень хорошо. Также я планирую сейчас подсобрать грибов, потому что, конечно же, мы будем вступать в гильдию магов. Вот это то, о чем я говорил, то есть трава блокирует вот эти вот ингредиенты. Но меняя ракурсы, меняя угол, можно все-таки их собирать. И мы это будем делать. Что еще сказать в качестве вступления? Челлендж, конечно, я задумал сложный. Не факт, что у меня получится с персонажами, компаньонами 1-3 уровня что-то серьезное замутить. Но я буду считать челлендж удачным, если мы сможем пройти сюжет. Что, вообще говоря, не факт. Вот мы видим анатомические подробности. Не думаю, что меня смотрят дети. Все-таки аудитория на моем канале достаточно взрослая. И она, кстати, не растет. Сколько лет уже я... Ну, не то чтобы, конечно, стремился к этому, но периодически ролики выходили, а 10 тысяч подписчиков я так и не достиг. Надеюсь, что с помощью данного вот прохождения до 10 тысяч хотя бы получится добить. Ну, такая вот условная цель тоже имеет место. Так, там лежит Процессус, но там также нас постараются укусить за жопу. Поэтому давайте сначала попробуем подхватить кольцо учителя. Здесь, скорее всего, сагрится кто-нибудь. Здесь может быть грязекраб. Но что-то я его не вижу. Обычно здесь спавнится грязекраб. Но что-то не в этот раз. Вот в этой гробнице у нас хранится кольцо учителя. Сохраняемся. Здесь 2 противника. Хорошо, если нам повезет, и это будут духи предков. Могут быть скелеты. На более высоких уровнях это будет, скорее всего, лорд этот. Подхватываем свиточек. Скелет. Плохо. Скелет это плохо. Но вот этим свиточком мы обоих их упокоили. Со скелета, в принципе, брать мне особо нечего. Здесь тоже. Здесь у нас ловушка. А щупа у меня, по-моему, нет. И телекинеза нет. Давайте посмотрим, может быть, здесь что-нибудь есть полезное. Укрепление здоровья. Щуп здесь, конечно, вряд ли лежит. Придется рискнуть здоровьем.
Благо у нас есть укрепление здоровья. На 8 секунд. Сила воли. И, кстати, силу воли тоже можно увеличить. Ну вот мы отразили магию. Это прекрасно. Здесь мы подбираем ключ к сундуку и кольцо учителя. Интеллект плюс 20, плюс 10. Сила воли плюс 10. Ну а здесь нам не повезло. Короткий меч, бесполезный, брать я его не буду. Вот так достаточно легко можно забрать это кольцо. Простое кольцо я тоже возьму. И это кольцо будет нам полезно, естественно, поскольку зачарованием я планирую заняться уже в ближайшее время. Это тоже полезный свиточек, возьмем его. Ну и теперь можно с чистой совестью направляться к процессусу. Тоже таким же макаром. Да, здесь заспавнился, но не грязекрафт, а скрип. Поэтому он не согрелся. В общем, таким же макаром я просто... А, нет, вот он и грязекраб. Просто, короче, я пробегу. Грязекраб, конечно, нам сейчас тут все испортит. Ходит он медленно. Давайте вызовем духа предков, пусть он с ним разберется. Планировал я вывести этих всех сагренных монстров на стражников. Но поскольку дух предков у нас все же есть, воспользуемся им. А плохо было бы, конечно, уже к этому моменту иметь какое-то заключение и камень душ, чтобы уже начать зачаровывать. Но в Сейданин ничего такого нет. Кроме как, пожалуй, в Адамасартус, если нам повезет, мы подхватим там свиточек и какой-нибудь крохотный камень. Или два. Ну а пока что только так. Дух предков не то чтобы великий воин. Видите, даже такого маленького монстра он ковыряет достаточно долго. На первых порах и раб, которого мы скоро купим, тоже будет показывать еще менее впечатляющие результаты. Но вот видите, мы не можем даже залутать. Не то чтобы это прям было архиважно. О, еще один. Но хотелось бы все-таки ингредиента забрать. Еще, кстати, я почему-то не вижу длительность эффекта. Такую функцию я включал в настройках. Ну-ка. Ну только так вот. По-моему, в МГИ была такая тема, или в MCP, где-то включалась, что прямо в интерфейсе отображалась длительность заклинаний. Ну нет, так нет. Забираем денежки, забираем налоговую ведомость. Здесь содержится первая подсказка по квесту. Наверное, многие это знают. Давайте быстренько глянем. Ну, процессус Вителиус — это налоговый инспектор, сборщик налогов, вернее. И мы видим, что он собирал налоги, все это записывал. И вот из неуплаченных долгов самый большой у Форина Гелнита. Какой-то тонкий рот, тут 54. Фаргот задолжал, кстати, 111 дрейков. Вот 130 дрейков. Арил платит своевременно. Но это первая подсказка к распутыванию этого преступления. Отправляемся обратно в Сейданин. Сейчас сразу забежим
наверное, возьмем квест на тайник Фаргота. Пока я не забыл. Также здесь у меня не установлен мод на отсрочку нападения ассасинов. То есть ассасины нападают. И плюс к этому, по какой-то причине, не знаю, я так и не разобрался почему. Но вот здесь вот в городе как бы такая зона, что можно здесь спать. Поэтому ассасины нападают в том числе и здесь. То есть безболезненно подождать, просто промотать время у меня не выйдет. Ну, до первого нападения, естественно. Потом мы это дело доложим стражникам, и нападений больше не будет. Обузить эту тему с доспехами ассасинов я не буду. И даже если на нас нападут, лутать его я тоже не стану. Ну, как-то мне это не хочется делать, упрощать себе на первых порах так жизнь. Так, убийство. Да, он советует нам обратиться в канцелярию. Так и сделаем. Сакуциус нам скажет, что нужно дальнейшее расследование провести. Первый подозреваемый у нас уже есть, но нужно доказательство более весомое. Поэтому к нашему другу Фарготу мы обратимся с этим вопросом. И он нам дает подсказку, что есть такая подруга у этого Процессуса, которая живет в маяке. И здесь сразу же мы подхватим 2 традиционных тайничка. Мы если допрыгнем. Так, ну вот этот вот берется достаточно легко. Так, а вот насчет вот этого я вообще не уверен. Так, отсюда мы не допрыгиваем. Смогу я запрыгнуть на камень? Видимо, нет. В оригинале вроде бы персонаж любой запрыгивает. А здесь вот так вот. Ну, давайте еще попробуем разочек. Оп, получилось. И забираем секиру. Эту секиру я приберегу для как раз раба. Мы купим раба Нордлинга. Здесь это женщина. И вот ей я этот топор и отдам. Также мы подтибрим у нее ингредиенты. Может быть, нам повезет, попадется здесь. Да, вот камень душ. И даже зелье качественное. Но это на продажу. Так. Яйца не буду брать, они достаточно тяжелые. Давайте попробуем ковырнуть этот сундучок. Сохранимся, подожду, пока восстановится запас сил. Здесь можно, кстати, отдыхать безопасно в помещении, а вот на улице нет. Слишком сложно. Ну, понятно. Персонаж ни разу не вор. Да и, наверное, ни вором никогда не станет. Проще зачаровать какое-нибудь колечко на отпирание. Собственно, а что я сюда пришел-то? Ждать мы не будем, чтобы не провоцировать нападение. Я думаю, что мы сейчас сразу отправимся к Арилу. Торганем там. У меня с собой 160 монет, а раб стоит 500. По идее, должно хватить. И сразу же к Форину Гелниту наведаемся.
А ждать Фаргота на самом деле не обязательно. Он и так сделает свое дело, отправится ночью к тайнику. И можно, в принципе, просто утром наведаться сразу к тайнику и не ждать на маяке. Это забавно первый раз, когда ты все это наблюдаешь, но сейчас уже не столь интересно. Восстановим запас сил. Видим, что отношение 90. Также включена функция на заморозку этого отношения. То есть, если мы сейчас отношение понизим, допустим, неудачной торговлей, и перезайдем в диалог, то оно так пониженное и останется. В отличие от оригинальной игры, когда при перезаходе отношение сбрасывалось. Так, мы посмотрим. По заклинаниям здесь нам ничего пока не нужно. А вот торговаться нужно обязательно. Так. Налоговая ведомость нам больше не нужна. Хотя нет, после квеста мы ее продадим. Ну и что, 330 плюс 160. Маловато. Маловато получается. Вычерную мантию не хотелось бы продавать. Давайте накинем несколько монет. Итого у меня 495. Буквально еще 5 монет нужно заработать. Ну вот, смотрите. Вот так сделаем. И покупаем чувственную женщину Нордлинга. Но нам она нужна не для чувств, а для битвы. Сразу же наряжаем ее, чтобы она тут сиськами нам не светила. Вот это я забираю, и топорик ей. Мы видим, что сразу она его не надевает, нужно вступить в битву. К сожалению, не хватило мне денег на свиток зимнего гостя. А наша вот эта вот подруга может и не справиться на самом деле. Давайте попробуем. Сохранимся. Если что, я призову еще духа предков. Также включена функция того, что компаньоны не ждут первого удара, а сразу же вступают на защиту при угрозе нападения. Но мы видим, что Нордлинг наша, наверное, не справится. Этот Форин сейчас снесет ей стамину и начнет наносить дамаг. Давайте призовем помощь. Вот, пару ударов он пропустил. Пока что. Именно от Нордлинга. Я думаю, что для повышения боеспособности нам нужно будет зачаровать что-нибудь на призыв оружия. Чтобы и навык также повысился. Призванное оружие повышает навык. Долго, очень долго. Со свитком было бы быстрее. Но на первых порах нам будет тяжело сражаться. В последующем, я думаю, что мы это дело поправим. Да не почти, а полностью труп. Ну и видите, снесли ей немного здоровья. Кстати, лучше бы отдать ей кольцо. Кстати, я же его, да, еще не забрал из тайника. Так, забираем одежду, какая есть. Ну да, я же ей ботиночки отдал. И штаны у нее.
обычные. Больше мне, собственно, дать-то пока и нечего, разве что вот поясок. Мы видим, что она это все сразу надевает. Залутаем тут нехитрое добро. Мог бы быть и камень душ, кстати, в этом сундучке. Так, и... У нас уже вечер. Сколько время? 7 часов вечера. Давайте доложимся, наверное, в канцелярии. Нам дадут денег. И можно будет прикупить все-таки свиток. Потому что я подозреваю, что в Адамасартусе нам могут навалять. И не слабо. Так, мы закончили. 500 золотых. Это прекрасно. Можно, в принципе, купить еще рабов. Допустим, еще одного Нордлинга. Но даже если бы мне было бы чем ее вооружить, смысла в этом мало. А вот от свитка толку будет гораздо больше. Так. Запас сил восстанавливаем и торгуемся. Парочку этих свитков. Это 113 монет. Также я знаю, что здесь есть вызов скелета. 285 монет. Броня. Нужна ли нам броня? Я думаю, что нет. Не особо нужна. Ну, в смысле, вот нашей подруги. И да, мы видим, что персонажи вот освобождают дорогу. Но только те, которые в принципе могут перемещаться, видите? То есть вот эти вот персонажи стоят на месте, и они не двигаются. А те, которые могут перемещаться, они с пути уходят. Давайте проверим на других. Видите? Это, конечно, большой плюс МГЕ. Так, ну и мы видим, что также установлен мод на светящиеся окна. Здесь это не очень заметно, но в последующем мы это будем хорошо видеть. И также есть лучи внутри дома, ну днем, естественно. То есть как бы свет через окно проникает и внутрь. Направляемся прямиком в Адамасартус. Там у нас, кто помнит, 3 персонажа основных. Все они достаточно опасны, каждый по-своему. Готово? Я думаю, что я сразу призову духа предков. Видим, что подруга эта агрится на меня, практически игнорирует наших компаньонов. Это и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что мы можем ее отвлекать, тем самым давая возможность сражаться компаньонам. А плохо тем, что мы можем выхватить, конечно же. Ну вот, справилась наша подруга. Тут у нее легкие ботинки, брать я их не буду. Сохранимся. 20 секунд еще нашему духу предков. Но не откладывая в долгий ящик, сразу же агрим мага. Перезапускаю я духа предков. Да, это плохо. И заклинание не удалось. И бутылок у меня нет.
Друзья. Он сразу выхватывает наш дух предков. Да, вот этот момент, конечно, я лоханулся. Но у нас есть еще скелет и зимний гость. Я думаю, что зимнего гостя проще использовать здесь. Я, кстати, отразил магию. Ну что сказать-то? Челлендж пока что показывает себя не очень хорошо. Но надежды я не теряю. Давайте заберем добро наше. И у нас есть еще свиток. И еще скелеты. 2 скелета. Думаю, что нам надо закончить с Адамасартусом. Ну, благо здесь темные эльфы, а к холоду они весьма уязвимы. Больше особо брать с нее нечего. Давайте подлечимся, если хватит маны. Отлично. Так, ну здесь вот как раз заключение нам дают. Это мы берем на продажу. С деньгами у меня сейчас туго. Вакидзаси. Нет. Вакидзаси нам не надо. Но здесь мы соберем лунный сахар. И, по-моему, скуму. За счет этого немножко материальное свое положение поправим. Все-таки надо было дать нашей подруге этот самый кольцо. То есть после тайника Фаргота сюда идти. Кольцо исцеления имею в виду. Может быть, тогда бы она выжила. Так, а где скума? А вот скума. Так, ну вроде бы здесь все. Крайне желательно было бы еще подхватить колечко вора. Сражаться с крысой мне не хочется, но надо. Маны нет, на духа предков мне не хватит, поэтому просто пробегаем по-быстрому. Давайте возьмем факел, чтобы хоть что-то видеть. Освободим рабов. Это, конечно, странно выглядит. С одной стороны я покупаю рабов, с другой стороны освобождаю. Но вот такой я. Вроде бы в гильдии магов можно нанять мага. Не знаю, надо будет поэкспериментировать с разными компаньонами. Я уже слышу крысу. Она, конечно же, сейчас сагрится. Мы быстренько подхватываем колечко и валим. Тем более, что она там где-то застряла, да и бог с ней. Жаль, конечно, что мы первого раба потеряли, но я был к этому готов. В этом и смысл челленджа. Будем учиться на своих ошибках. Сколько время? 11. Как раз уже Фаргот должен отправиться к своему тайнику. Может быть, уже даже он это сделал. Давайте посмотрим.
Но нет, наверное, нет, да? Он там тусуется. Вроде должно это работать, не обязательно лезть на маяк. Давайте, наверное, для чистоты эксперимента наведаемся к Арилу и подождем здесь. Стоит. Все равно стоит, засранец. Это у нас просто какая-то подруга здесь живет. Еще часок подождем. Неужели нужно все-таки на маяке торчать? Сколько играю, я эту тему не проверял. Может быть, можно вот здесь просто постоять, чтобы запустился скрипт. Возможно, где-то здесь активатор стоит. Не помню, честно говоря, механику этого квеста. А мы можем, кстати, почитать. Просто выследить с верхушки маяка. Блин. Ну давайте. А вроде бы это работало. Давайте нет, все-таки проверим. Подождем до утра. И посмотрим. Нет, так это не работает, да? Загрузимся тогда. Автосейв. И все-таки пойдем наверх. На верхушке, так на верхушке. Мы видим, что FPS проседает, когда мы смотрим вдаль. Ну вот он, зараза. Все-таки ждал, пока я сюда залезу. Ну, в принципе, уже сейчас можно спрыгивать. Ну, спрыгивать я не буду, конечно. Ну, то есть скрипт запустился. Запустилось это вот его блуждание. У меня тоже есть факел, если что. Выходим. Как-нибудь он доковыляет, я думаю. Вот он подходит. В принципе, можно уже и лутать. Все. Забираем. 300 монет у нас есть. Итого 596. Ну, давайте еще торганем. Что у нас тут есть на продажу? Вот эти вот... Ну, хотя смысл сейчас продавать, когда все это гораздо легче сбагрить в Балморе. Да. Закрывать квест, естественно, мы сейчас не будем, чтобы деньги не терять. Ну что ж, на этом, пожалуй, первую серию я закончу. Спасибо вам за внимание. Оставляйте свои комментарии, предложения, пожелания. До новых встреч.